Друзья, всем привет! Сегодня интересный будет выпуск. Сегодня обсудим две важные новости, два важных момента. Это WinRate и Market, Walk-in Market. Да, мы сделали свой Walk-in Market. Если кто не в курсе, значит, вы не подписаны на телеграм-канал, поэтому быстрее подписываться, там ссылочка будет в описании. Сейчас обо всем подробнее расскажу. Также, если вы еще по каким-то причинам не подписаны на этот YouTube-канал, то подпишитесь, это помогает в продвижении роликов. Ролики набирают просмотры, люди заходят в проект, и проект растет, всем здорово, поэтому давайте нажимайте на кнопочку и погнали. Итак, что по WinRate? Начну, наверное, с небольшой предыстории. У нас в чате есть такая фишка, да, как считать свой WinRate. Кто-то ведет блокнот, кто-то ведет таблички, соответственно, да, и вносит своих туда котов, характеристики, одежду, которая у них есть, да, и уже отмечают, собственно, победу либо поражение. Я тоже в свое время занимался, однако после нескольких дней этого замечательного занятия как-то желание уже подуспокоилось, да, поднадоело мне это все дело делать, потому что ты, в принципе, понимаешь, когда из раза в раз получаешь одни и те же данные, да, одни и те же цифры, то есть ничего не меняется. Вследствие этого ты понимаешь, что, ага, твой код определенный, да, у него есть какой-то WinRate, ты понимаешь его, соответственно, характеристики. Что происходит дальше? Если это вы видео смотрите и подписаны на телеграм-канал, и еще не в курсе про то, что я сейчас расскажу, то это будет, наверное, первый момент, когда на YouTube информация появилась раньше, чем в Telegram. Вот. Далее мы обсуждали где-то порядка 3 недель назад, порядка месяца, что надо бы сделать бота своего Telegram, где можно будет отмечать, ну, чтобы это все было автоматизировано, да, где мы просто добавим единоразово котов вот своих, а далее уже просто будем помечать их победы и поражения. И вот некоторое время назад этот бот вышел в свет, во всяком случае в открытый бета-тест, и можно было им попользоваться, посмотреть, как он функционирует, и довольно удобно вносить, соответственно, свои победы и поражения в котах. Дальше важный момент получается, да, когда мы начали считать свой WinRate, это было порядка месяца назад, ну, все мы получили свои цифры, да, как бы, и все. Вот. Далее никто особо не считал, насколько я понимаю. Кто-то продолжает считать, кто-то не продолжает считать. Но так или иначе, просто говорю свое мнение, да, как у меня это было. Я перестал его считать, и появилась такая более субъективная история, да, где ты вроде понимаешь, какой у тебя WinRate, ты вроде уже его не считаешь и, в принципе, принимаешь все за данность. Но моему удивлению просто не было предела, когда я 3 дня попользовался этим ботом и увидел те цифры, которые он мне показывает. Итак, у меня есть 7 котов, 5 из них 8 уровня, 1 10, другой 9. Что мы видим? Один из них, на одном из них есть легендарная одежда. Также у них довольно своеобразные характеристики. Я, когда брал котов, брал я их еще на этапе, когда их надо было брать максимальное количество, да, и, соответственно, ну, то есть WinRate, он был плюс-минус 50, еще не было ни ягод, ничего, вот, соответственно, все характеристики, ну, большинство характеристик у меня до 65, а где-то даже есть прям такие, которые одинаковые, да, то есть стамина, выносливость, сила и скорость, они все одинаковые показатели. Как обстояли дела раньше? На том коте, на котором была одета легендарная шмотка, у меня был WinRate порядка 95%. Замерял я его 4 дня, да, кто-то скажет, это слишком маленький срок, кто-то скажет, слишком долго это все заниматься этим делом. Вот. Но, естественно, чем больше выборка, тем более точные данные мы получим. Вот. Но так или иначе, я вот замерял это 4 дня, и мне кажется, дольше особо смысла. Более точные цифры, там, до 0,1% получать особо нет. Далее, на остальных голых котах, они все были без одежды, вот, я на них ничего не докупал. У них был WinRate порядка 50%, а после того, как ввели уже разработчики ягоды, я докупил ягод на 15%, и WinRate стал 73%. С этих цифр я и успокоился, да, я понимаю, что голый кот с ягодами у меня, ну и с моими шагами, да, естественно, потому что это тоже важный критерий. Шагов у меня в среднем от 20 до 30 тысяч шагов. Вот, стараюсь так ходить.
Соответственно, получаются такие цифры, да, я их получил и успокоился, понимая, что, в принципе, плюс-минус то так оно и выходит по ощущениям. После этой долгой подводки, да, для чего это все говорю? Да потому что ни хрена не так, вообще не так, даже не близко. Во всяком случае, сейчас то, что, вероятно, винрейт подкручивается и какие-то внедряются новые алгоритмы и получаются другие данные совсем. Как мы их получили? Потому что появился бот, потому что мы, в данном случае я вносил своих котов 3 дня подряд. Делать это было гораздо проще, чем считать это все на листочке, либо в табличке, да. И получилось то, что получилось. А увидел я следующие цифры. Мой легендарный кот, точнее кот в легендарной одежде, это важное уточнение, винрейт у меня составил 66%, ну около того. Далее. У других котов, которые голые, около 33, при том, что ягод у меня 15%. И самое интересное, те коты, которые были раньше такие, ну то есть у них вообще все характеристики, они одинаковые, ну там плюс-минус 1-2 отличаются. Вот. Я знаю, что есть совсем одинаковые, но вот у меня вот такие вот там 50, по-моему, а другой там 48, допустим, да, ну ничем особо не отличается. У них победа даже больше, чем у кота в легендарной одежде. Это на самом деле говорит о 2 вещах. Первый момент — это то, что выборка у нас маленькая, да, все-таки 3 дня, вероятно, для выборки недостаточно, потому что могут идти победы, да, я бы там получил 90%, допустим, если бы замерял только этот период, вот. А также мог бы получить на легендарном коте там 40%, потому что именно в этот день, винрейт у меня решил дать мало побед. Второй момент заключается в том, вот это, кстати, небольшая реклама, вот она, в том, что все не так однозначно, да, у нас такая фраза в последнее время, это не совсем, наверное, корректная, но так или иначе по отношению к Волкину она имеет абсолютно правильное значение. Вот, все, да, нам не особо понятно, как работает винрейт, потому что, если вы смотрели интервью с Иваном, он говорил про разные лиги, вот, и, в принципе, если вот так вот замерять сейчас свой винрейт в ботах, да, в боте, потому что это довольно удобно, то вы начнете замечать то, что определенные коты, они почему-то вот, если начал выигрывать, то он прям выигрывает. Если он начал проигрывать, то другой кот проигрывает. И получается совершенно не те результаты, которые ты ожидаешь. Да, почему-то кот с одеждой, он не так часто выигрывает, как тебе казалось. Вот. А те коты, которые такие слабенькие, которые ты вроде настраиваешься на то, что он будет слабый, да, он, оказывается, вывозит, и данные это подтверждают. Что о чем я? Качайте бота, устанавливайте его, там не надо ничего подключать, просто достаточно добавить своими руками информацию о своем коте и вносить победы и поражения. Попробуйте сделать это порядка 3-4 дней, возможно, недели, да, чтобы наиболее точные данные получить. И обсудим уже в комментариях, что у вас получилось в чате Волкин. У нас чат Волкин, если кто не знает, есть в Телеграме, там все эти моменты обсуждаем. Что пока что есть такое предположение, что если кот слабый, то рандомайзер ставит его уже со слабыми котами, да, и этот кот уже соревнуется, соответственно, с ними. Вот. А люди также все мыслят плюс-минус одинаково, да. Мы кого наряжаем? Мы наряжаем своих самых сильных, чтобы он был самым сильным. Вот. И эти самые сильные, они, как правило, самые одетые и самые прокачанные. И вот они и соревнуются друг с другом. Это первая мысль на этот счет, да. То есть, возможно, стоит наряжать своих самых слабых котов, и тогда они будут самыми сильными в своей категории. А вторая мысль, она такая неутешительная, потому что она может говорить о том, что, наверное, в любом случае, сколько бы вы не задонатили в игру, какие бы вы одежды просто не купили, у вас будет винрейт плюс-минус одинаковый, да, порядка 50% он будет стремиться именно к этому числу по кривой нормального распределения. Правду мы узнаем только на больших данных, поэтому переходите в Telegram. Совсем скоро, сегодня, я публикую пост на эту тему по поводу бота, где его можно как установить. Вот, поэтому скоро там все будет. И давайте отмечать свои победы и поражения уже в боте и делиться
своими наблюдениями уже в чате Walkin. Перед тем, как мы перейдем к моменту того, как можно продать своего кота или продать свою одежду, но при этом пользоваться своим котом и одеждой, да, чтобы мы не просто выставляли наши вещи на маркет и они там ожидали, лежали без дела, да, и не приносили нам прибыль. Вот. Как это можно просто выставить заявку и при поиске, когда покупатель найдется, мы уже смогли выставить вещь на маркет, и она бы успешно продалась. Сейчас все расскажу. Если вы с чата, вы уже по-любому об этом знаете. Вот, но тоже давайте обсудим. И перед этим небольшое вступление. Вступление связано с тем, что у нас появился свой магазин NFT на Binance. Там вы сможете приобрести билеты комьюнити Alex Gamify, тем самым поддержав, соответственно, этот канал, потому что все средства, собранные с этого NFT проекта, с NFT маркетплейса, пойдут именно на развитие этого канала, на развитие нашего комьюнити, чтобы мы все были супер-супер на ракете, летели прямо вверх. На мой взгляд, самая просто офигительная фишка, которую еще я вот нигде не видел. В этих NFT-билетах есть информация. Это импакт, то есть влияние, да, и рарность, то есть common, uncommon, rare, epic. Давайте сейчас поясню, расскажу, что это такое. Как вы знаете, наше комьюнити, оно не только про Walkin, хотя действительно сейчас 90% информации идет чисто про Walkin, про всякие механики игровые, да, и так далее. Вот. Однако все-таки хочется разбирать и другие блокчейн-игры мобильные, да, не компьютеры, но именно мобильные, потому что за мобилкой будущее. У нас в обсуждениях комьюнити произошла такая идея, да, родилась такая идея, как сделать свою блокчейн-игру. А почему бы, собственно, и нет, да? Мы все интересуемся мобильными играми, у нас у всех есть понимание того, как оно может работать, да, как оно работает, есть в этом желание, и остается только взять и сделать, собрать команду и вперед. Мне эта идея показалась супер интересной, почему бы ее не пронести как с точки А в точку Б, да, вот по развитию канала. Давайте идти к тому, чтобы делать, по итогу сделать свою блокчейн-игру и запустить ее на разных биржах, именно мобильную блокчейн-игру. А для этого уже, по сути, нужны ресурсы и команда. Так и появилась идея создать NFT-билеты, где человек может как-то поддержать проект, поддержать канал, да, способствовать его развитию, вот, и взамен уже, да, не просто как донат какой-то отправил и забыли, да, его, а взамен получить NFT-билет, который будет храниться у него как памятный подарок, вот, и когда настанет момент, когда мы уже станем большими и сильными, вот, надеюсь, такой момент наступит, уже этот билет, он будет уже иметь определенное влияние, да. А от влияния уже будет зависеть несколько факторов. Да? Это когда мы создадим свою блокчейн-игру, соответственно, можно будет распределить токены, да, первичные, в зависимости от того вклада, который человек сделал в поддержку канала, допустим. Да? Также само влияние на процесс работы игры. Ну, короче, мысли пока такие. Если хотите поддержать канал, то ссылочка в описании на Binance, покупайте NFT-билеты. Вот. Но самое важное, это, это не инвестиция, да, это просто пока поддержка канала, то есть вообще не хочу никого брить, да, и так далее. Вот, просто если хотите поддержать, welcome, я буду рад. Вот, все деньги пущу в развитие, собственно, канала и нашего комьюнити. Вот, но если нас наберется достаточно большое количество, то, соответственно, почему бы и нет, почему бы нам, когда мы не станем уже большими и сильными, как уже говорил, да, запустить свою блокчейн-игру, и тогда все получат от этого уже какой-то профит и бонусы. Жду ваши реакции и идеи в комментариях, и давайте продолжим, обсудим Walkin Market. Как вы знаете, в обычном Walkin Market, да, который в приложении, если мы пользуемся, соответственно, своей одеждой, то нам надо ее снять и потом ее продать. Да, сейчас есть баг, то, что можно продать ее прямо с кота, но ее уже обещали пофиксить, поэтому, наверное, уже сейчас пофиксят в ближайшем обновлении. Наш работающий вариант — это снять одежду с кота и продать ее на маркете, пускай она там висит, болтается, да, и возможно, кто-то купит. Вот. Также с котами, да, то есть они у нас будут не работать, а находиться на маркете и в ожидании нового хозяина. Этот метод не очень удобный, потому что когда мы ждем, пока продастся наш кот или одежда, да, мы теряем, по сути, прибыль. Вот. В связи с этим многие писали в чат, что продадут кота и, допустим, выставляют на маркет и
когда находится покупатель, да, они выставляют на маркет, и как бы сделка проходит. Тем самым всем получается удобно и выгодно. И многие прям стали писать в чат, предлагать своих котов на продажу, вот, и это на самом деле мешало общению. И как-то люди общаются, да, и мысль теряется, когда кто-то залетает, такой: чуваки, вот у меня есть такой код, давайте как бы кому надо, покупайте. И спешу вам рассказать то, что у нас появился Walk-in Market. Это такой канал Telegram, где администратор скидывает предложения по покупке котов, да, и одежды. Сделка проходит абсолютно безопасно. Почему? Потому что она проходит именно в приложении Walk-in, да, на маркете. Главная фишка этого подхода в том, что вы можете пользоваться своими котами, своей одеждой, да, просто достаточно скинуть свое объявление, так сказать, да, администратору, сказать, что вот у меня есть такой-то код, вот скрины прислать, и готов продать его за такую-то сумму. Все, администратор выкладывает, и когда находится покупатель, вы просто обговаривается время, когда всем будет удобно вам выложить, соответственно, эту одежду на маркет, а ему уже приобрести. Вот, тем самым проходит сделка. У нас уже были продажи, поэтому все здорово, все супер проходит, и поэтому можете пользоваться. Вот. Да, сейчас это бесплатно, поэтому вообще не вижу никаких проблем опробовать это для себя. Вот, ну, так что пользуйтесь, я думаю, фишка очень крутая, тем более, что самое главное, что она безопасная. Тем временем мы сейчас ждем глобальное обновление, да, то, что нам прям ожидают, прям тизеры кидают, вот, очень-очень ждем, очень хочу посмотреть на это. Понятно, что это глобальная история, вот, с языками, да, с рангами, то есть там прям мега все будет круто, вот, относительно тизеров, да, на практике посмотрим. Вот, но тем самым видим то, что разработчики пока затягивают с анонсами, но обещали вроде как на этой неделе все это дело выкатить. Поэтому как-то так. Подписывайтесь в телегу, подписывайтесь на YouTube. Хотите поддержать канал, покупайте NFT-шки. Уже рассказал в середине ролика об этом. До скорого. Пока-пока.